Легендарный, шикарный туристический мотоцикл Honda Goldwing сегодня имеет невероятный уровень комфорта, оснащения и надежности, чем он и покорил сердца миллионов мотоциклистов по всему миру, которые возвели этот шедевр от Honda в статус культового мотоцикла. Сейчас новенькая Honda GL 1800 Goldwing Tour в Японии стоит 3 миллиона 465 тысяч йен. Это примерно 24 тысячи долларов. В США уже за базовую версию просят 28 600 долларов, а за версию Bagger 25 600. Как вы знаете, сейчас приобрести такую красавицу в России просто невозможно, как и любой другой японский мотоцикл. Однако с осуществлением вашей мечты с радостью поможет компания MotoSteel, через которую можно легко купить, растаможить и привезти любой мотоцикл из Японии или Кореи по адекватным ценам. Ребята гарантируют юридическую и техническую поддержку сделки на всех этапах, а также фиксированную стоимость мотоцикла и услуг. Ну а если вы не определились с конкретной моделью, то они помогут вам и с этим. Все ссылки компании, где вы можете задать любой вопрос, а также почитать отзывы клиентов, в описании. Однако история семейства Goldwing началась более 40 лет назад, когда люкс-турером даже и не пахло. Первый серийный Goldwing, классическая модель GL 1000, появилась в 1975 году. Мотоцикл получил 999-кубовый четырехцилиндровый оппозитный двигатель жидкостного охлаждения, который выдавал 80 лошадиных сил и 85 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни Goldwing разгонялась за 5 секунд, максимальная скорость около 200 км в час. Сухая масса составляла 265 кг, бак вмещал 19 литров топлива. Средний заявленный расход 5,2 литра на 100 км. Мотоцикл имел пятиступенчатую коробку передач и карданный привод. С минимальными доработками модель производилась до 1979 года включительно. В 1980 году Honda выпустила модель второго поколения GL 1100. Для повышения рабочего объема оппозитной четверки до 1085 кубических сантиметров инженеры Honda увеличили диаметр цилиндра на 3 мм. Также была изменена форма камер сгорания для улучшения характеристик мотора на низких и средних оборотах. Поменялись передаточные числа коробки передач и главной пары в заднем редукторе. На 1 мм уменьшился диаметр диффузора карбюраторов до 30 мм. Мощность повысилась всего лишь на 1 лошадку. Колесная база была немного увеличена, что сделало езду с пассажиром комфортнее. Вилка и задние амортизаторы стали газонаполненными с функцией пневматической подкачки, а также впервые появились бескамерные шины. Бак стал вмещать 20 литров топлива. Однако главным событием в этом году стал выпуск версии Honda GL 1100 Goldwing Interstate, которая стала первым заводским турером японской марки. Как вы понимаете, появление этой знаковой модели во многом определило дальнейшее развитие серии. От обычного GL 1100 модификация Interstate, которая на некоторых рынках именовалась как Deluxe, отличалась массивным передним обтекателем с высоким ветровым стеклом, боковыми и съемным центральным кофрами. Все это входило в стандартное оснащение мотоцикла. Плюс компания Honda подготовила обширный список заводских опций, в том числе и музыкальную стереосистему. В 1982 году, помимо небольших изменений у основных версий, была представлена и модификация Honda GL 1100 Goldwing Aspen Kate, которая отличалась от версии Interstate эксклюзивной раскраской, более дорогим седлом и большим количеством бардачков, а опциональное оснащение Interstate здесь уже было в базе. В
В 1984 году компания Honda представила следующее поколение серии Goldwing, которое поначалу состояло из трех моделей. Обычно называлась Honda GL1200 Goldwing Standard, но она совсем не пользовалась спросом, и поэтому в этом же году исчезла из линейки. В продаже остались обновленные модели Honda GL1200 Goldwing Interstate и более дорогая версия с аудиосистемой, платформами для ног и ЖК-панелью Aspen K. Мотоциклы получили полностью новый 1182-кубовый оппозитный мотор, который был установлен в новой усиленной дуплексной раме. Он выдавал 94 лошадиные силы на 7000 оборотов в минуту и 105 ньютон-метров крутящего момента на 5500. Было изменено передаточное отношение в заднем редукторе, оно стало выше, что способствовало снижению механического шума и вибраций. В системе питания двигателя новинки были использованы 4 карбюратора Keihin с диффузорами диаметром 32 мм. Также появился и гидравлический привод сцепления. Бак увеличился до 22 литров. Эти мотоциклы стали последними Goldwing с четырехцилиндровым двигателем. В 1985 году Honda выкатила ограниченную модификацию Honda GL1200L Goldwing Limited Edition. Она отличается золотым цветом, электронным круиз-контролем, более дорогой аудиосистемой, бортовым компьютером и автоматически регулируемой задней подвеской. Но самое главное — это наличие инжекторной системы питания. Данная модификация продавалась только в этом году. В 1988 году была представлена Honda GL1500, которая стала первым серийным Goldwing, получившим шестицилиндровый двигатель. Рабочий объем оппозитного мотора составлял 1520 кубических сантиметров, максимальная мощность 100 лошадиных сил на 5200 оборотов в минуту и 150 ньютон-метров крутящего момента на 4000. В отличие от представленного ранее GL1200 Limited Edition, имевшего систему впрыска топлива, из-за ее дороговизны новинка вернулась к карбюраторам. При этом у GL1500 было всего два карбюратора по одному на каждый блок из трех цилиндров. Мотоцикл получил уже полный пластиковый обвес, заднюю пневматическую подвеску с бортовым компрессором для изменения давления, а соответственно и жесткости. Плюс в люксовых версиях Special Edition и Aspen K появилась передача заднего хода, реализованная через электростартер. Запас топлива увеличился до 24 литров, а снаряженная масса подобралась к отметке в 400 кг. В 2001 году была представлена первая полностью новая модель серии Goldwing за 13 лет. Радикально новый дизайн, измененная эргономика, новые органы управления, другая мультимедиа. Рабочий объем оппозитного шестицилиндрового двигателя был увеличен до 1832 кубических сантиметров, а в системе питания был использован уже впрыск топлива, наконец заменивший устаревшие карбюраторы. Мощность силовой установки возросла до 117 лошадиных сил. При этом, несмотря на более кубатурный мотор, мотоцикл не стал тяжелее. Не в последнюю очередь потому, что GL1800 был построен на базе диагональной алюминиевой рамы, тогда как все предыдущие представители семейства использовали стальную конструкцию. Разгон от 0 до сотни занимает около 4 секунд, максимальная скорость 200 км в час. Бак вмещает 25 литров, сниженная масса 415 кг. В 2006 году появилась модификация с подушкой безопасности и фирменной навигационной системой Internavi.
В конце 2011 года модель претерпевает небольшой рестайлинг, получая обновление и более современный внешний вид, улучшенную эргономику и систему обдува, увеличенные емкости багажных кофров до 150 литров, новую аудиосистему. Данные модели идут как версии 2012 года, а само производство перенесено из США в Японию. В 2018 году в продаже появилась полностью новая модель GL 1800 Goldwing следующего поколения. Первое радикальное обновление Tourer за 17 лет. Теперь продается две модификации, обычная в стиле Bagger и полноценная версия Tour. Мотоцикл стал более агрессивным, массивное ветровое стекло было заменено более компактным, имеющим электрическую регулировку высоты. Вся светотехника отныне светодиодная. Рабочий объем шестицилиндрового оппозитного двигателя почти не изменился – 1833 кубических сантиметра. Однако конструкция мотора была полностью переработана. В частности, силовая установка получила новую квадратную размерность 73 на 73 мм, четырехклапанные головки цилиндров с ГРМ фирменной схемы Honda Unicam, иную форму камер сгорания, а также систему управления дроссельными заслонками по проводам. Оппозитная шестерка стала выдавать 126 лошадиных сил на 5500 оборотов в минуту и 170 ньютон-метров крутящего момента на 4500. Впервые за всю историю серии Goldwing появилась возможность выбора коробки передач. В базовой версии Tourer оснащался шестиступенчатой механикой и проскальзывающим сцеплением, а в качестве опции модель получила автоматическую семиступенчатую трансмиссию Honda DCT с двумя сцеплениями. Снаряженная масса снижается до 379 кг. Версия с DCT весит уже 383 кг. Bagger самый легкий — 365 кг. Бак стал вмещать 21 литр. В таком виде с минимальными изменениями эта легенда продается и сегодня.